Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на связи с нами Алматы, Андрей Чеботарев. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Андрей, я хотела бы вас попросить, чтобы вы представились. Андрей Чеботарев, политолог, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива». Имею ученую степень кандидата политических наук. Хорошо, замечательно. Андрей, 4 декабря 2022 года должен был состояться концерт в Беларуси Димаша Кудайбергена, но он его отменяет в связи с какими-то организационными моментами. И оказывается, что 4 декабря мы обнаруживаем из источников, информационных источников о том, что Димаш отреагировал очень, так скажем, резко на ту ситуацию, на те события, которые произошли в Экибастузе. А в частности, он сказал о том, что надо тех, кто виноват в том, что произошло, сажать в тюрьму. Согласны ли вы с высказыванием Димаша? Ну, я его понимаю прекрасно, потому что действительно то, что произошло в Экибастузе, это серьезное такое, ну, я не могу давать правовые оценки, но это серьезный прецедент, когда действительно виновных надо выявить и привлечь к ответственности. Но это уже дело, конечно, суда, насколько суд будет объективным. По крайней мере, если не уголовные какие-то меры, но административного характера, штрафы, обязательное требование, чтобы было все восстановлено, возмещен ущерб людям, которые пострадали от этого. Конечно, самое главное здесь должна быть не столько вот какая-то правовая ответственность, сколько политическая. Почему? Потому что все понимают, что это упущение местных властей прежде всего, это упущение даже правительства нашего, которое в свое время раздавало в собственность такие стратегические объекты, как ТЭЦ и так далее. Ну, что касается Димаша, то его позиция, конечно, понятна, но с другой стороны, мне кажется, было бы более логично, допустим, в этой ситуации все-таки как-то непосредственно помочь людям, потому что призывов к ответственности, там это сплошь и рядом, это весь Facebook, можно сказать, был и остается. Но если бы он, допустим, провел, не знаю, благотворительный какой-то концерт и средства направил на помощь пострадавшим в Экибастузе, это было бы, скажем так, более существенно, чем вот этот призыв. Но в любом случае он проявил свою вот ответственность, сопричастность, солидарность вот жителями Экибастуза, ну, за что ему респект. Вы знаете, я немножко извиняюсь, у нас сейчас утро, и я живу в апартменте, в котором с утра начинается работа всевозможная. Хотела бы вас попросить, дело в том, что на канал международный, подписаны большое количество подписчиков, 53 тысячи человек. Мне хотелось бы узнать от вас более подробно, что же случилось в Экибастузе, именно с ваших уст. Дело в том, что я практически всю прошлую неделю пробыл за рубежом, в частности, был в Брюсселе, где выступал на круглом столе, экспертное обсуждение было довольно интересно по ситуации в Казахстане. Как-то вот этот вопрос пропустил, но как я понял для себя, что это произошла серьезная авария на теплоэлектростанции, которая обеспечивает теплом весь город, и практически ее сейчас не могут в оперативном порядке восстановить. Угу. И там, насколько я сейчас посмотрел, разные отзывы, оценки в СМИ, в соцсетях, по-моему, нет четкой координации между собственниками ТЭЦ в лице одного из наших олигархов, господина Клебанова, и местными и центральными властями. Но с другой стороны, я вижу, что в принципе уже хорошо, что неравнодушные казахстанцы начали помогать жителям Экибастуза. И власть тоже принимает определенные меры, направила туда одного из вице-премьеров, господина Скляра, в частности, чтобы он наводил порядок. Единственное, пока не смогли найти человека на постоянную должность акима Павлодарской области, на чьей территории находится Экибастуз, пока исполняющий обязанности акима назначен.
Ну, будем надеяться, что все-таки здравый смысл победит в этой ситуации. Тем более, что мы вступили в такое время, когда вот недавно прошли президентские выборы, и глава государства Касым-Жомарт Токаев принял такую достаточно серьезную программу реформ и разных мер, в том числе социального характера. Поэтому, учитывая то, что, в принципе, президент у нас всегда реагировал на такие критические ситуации, там, например, взрыв в Арысе в 2019 году и так далее, я думаю, что и здесь он покажет себя, не останется равнодушным. Но дело в том, что это не просто событие или какое-то ЧП такого местного характера. Это же катастрофа среди зимы, произошло такое, это трагедия, получается катастрофа технологенного характера, энергетического характера и даже гуманитарного, да, потому что мы слышали, что даже нет воды кое-где, холодной воды. Скажите, пожалуйста, когда же президент Токаев отреагирует на эти события, когда хотя бы он выскажет свое мнение по этому поводу? Может быть, он съездит туда, сам непосредственно примет участие в том, чтобы, значит, руководить какими-то организационными мероприятиями в отношении пострадавших? Ну, трудно решать за главу государства, но тем не менее, вот когда были пожары в начале осени в Кустанайской области, он приехал. Возможно, что у него сейчас плотный график, но тем не менее, я думаю, то, что вот он направил представителей исполнительной власти, это уже все-таки показатель его реагирования. Когда я читала ваши биографические данные, то обратила внимание, что вы, оказывается, писали диссертацию на тему оппозиции. Значит, в частности, я бы хотела бы сказать об Аблязове. Аблязов – это уже не просто человек, которого мы можем назвать оппозиционером. Это человек уже номинальное лицо. Как только откроешь интернет, YouTube, тебе присылает ссылочку Аблязова. Откроешь Facebook – Аблязов. Инстаграм – Аблязов. Но вот он говорит о парламентаризме. Но у него миллионы подписчиков. А вот скажите, пожалуйста, и это же не новое для Казахстана. Алихан Бутиханов, многие алашардинцы, в том числе, кстати, моя Бигбаева говорит на своем видеоканале, YouTube-канале о Алашарде конкретно, значит, о каждом алашардинце. Вот они говорят о парламентаризме, но неужели эту точку зрения нельзя взять, рассмотреть? Вот вы политолог, который строите, у вас, кстати, в биографии написано, что вы занимались строительством, ну, понятное дело, в теоретическом плане строительством государственности в Казахстане. Рассматривали ли вы эту точку зрения о том, что можно строить не только президентскую, значит, управленческую власть, но и парламентскую? Ну, мне близки взгляды Акижана Кожегельдина, еще одного нашего оппозиционного деятеля, который находится в эмиграции вынужденной, чем и господина Аблязова, потому что я с Акижаном Макжанчем еще был в одной партии, РНПК, Республиканской народной партии Казахстана. Неоднократно встречался и общался. И здесь я скажу так, что вот в программе той партии, где я участвовал, там не было такого вот жесткого перехода к парламентской республике. Почему? Потому что при всей своей оппозиционности наши активисты понимали, что не время еще. То есть у нас нет такого количества политических партий. Вот у нас на сегодняшний день 6 зарегистрированных официально партий, ну, где-то 20 инициатив по созданию новых партий. Но самое главное, что у нас нет такой вот политической культуры, когда действительно люди бы шли, выступали за демократию, за права человека. То, что произошло в январе этого года, это больше всплеск эмоций, скажем так, реакция на определенные решения социально-экономического характера, нежели действительно борьба за демократию. Потому что, ну, скажем так, в более-менее стабильное время
ни одной, скажем так, оппозиционной партии никогда не удавалось вывести хотя бы там треть людей, которые выходили в январе этого года на площадь, когда выступали там чью-либо поддержку, когда кого-то притесняли власти, либо требовали проведения честных выборов и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, парламентаризм – это не то, чтобы там была какая-то цель. Это, скорее всего, следствие уже более развитого процесса демократизации общества и государства. Ну вот, например, наши соседи в Кыргызстане, они попробовали, они перешли к парламентской модели правления, но в итоге снова вернулись к такой достаточно жесткой, чем и было, по-моему, даже при Аскаре Акаеве, президентской вертикали. Даже, по-моему, убрали элементы местного самоуправления из политической системы. Да, кто-то говорит, вот посмотрите на Монголию, но Монголия, вот сейчас я буквально видел новость, хотят ввести там чуть ли не чрезвычайное положение, потому что идут какие-то митинги. А если вспомнить, что у них были ситуации, когда, по-моему, даже какое-то время парламент не работал, или Молдова, да, парламентская республика. Там, по-моему, несколько лет парламент не мог просто-напросто сформировать правительство, и непонятно вообще никакая система власти в этот период работала. Поэтому что тут говорить у нас, когда мы еще только-только, вот, может быть, вышли на какой-то этап после 30-летнего правления одного человека, ну, пусть не демократизация, хотя бы либерализация, то, что напоминает мне перестройку вот первого этапа в Советском Союзе. Интересная точка зрения, конечно. После 30 лет демократии, которую мы строили с всевозможными программами 2030, 2050, мы не построили демократию. О чем вы говорите? А потом в январе месяце были лозунги в основном о демократии. Я вообще, конечно, я не хочу вас переубеждать, это ваша точка зрения. Спасибо, благодарю вас за эту точку зрения. Я удовлетворена этим ответом. Я хотела бы сказать, что мы не совсем не политизированный канал, не политический. Но я уже задала вопрос об Аблязове, потому что Мухтаре, я, насколько его помню, имя Мухтар Аблязов, потому что, ну, вот буквально со всех источников о нем, о нем и о нем. Поэтому этот вопрос совершенно риторический, да? Ваш коллега Досым Сатпаев говорит о том, что ожидается экологическая катастрофа. Она ожидает в первую очередь Казахстан. Вы слышали о такой катастрофе? Что вы можете сказать? Ну, я не эколог, я знаю, что Досым проводил исследования, привлекал видных представителей экологических организаций, написали они книгу, по-моему, в прошлом году. В принципе, да, есть какие-то проблемные точки, ну, не знаю, насколько там катастрофично или нет, потому что я не специалист. Ага. Значит, вы не слышали о том, что нас ждет катастрофа водного характера? Я слышал то, что сказал Досым, но это его точка зрения. Я не настолько специалист в экологии, чтобы сказать, ждет она нас или не ждет. Хорошо, будем организовывать встречу с Досымом Сатпаевым. Хорошо. Следующее. У меня вопрос по молодежи. Сейчас хотят увеличить возраст молодежи до 35 лет, узаконить это в законах РК. Понятное дело, что самозанятое население, самозанятая часть населения, молодежь, она не значится ни в каких списках, я имею в виду государственных списках. Что будет с этим законом? Он будет все-таки введен или нет? Насколько я знаю, этим законом вводится индекс развития молодежи, который действует, в частности, под эгидой Организации Объединенных Наций в ряде стран мира. И этот индекс вводится для того, чтобы измерять состояние молодежной среды по определенным, по-моему, 7 там критериев, включая образование, здравоохранение, ну, для молодежи именно, там, политическое участие и так далее. Я сейчас все не помню, сколько там. Ну, скорее всего, да, по-моему, насчет возраста там тоже это обозначено. В настоящее время, по-моему, этот закон уже передан из Мажилиса в Сенат и, видимо, в ближайшее время будет принят. Почему? Потому что
Вот он входит в один из пакетов политических инициатив Касым-Жомарта Токаева. Большинство из них уже приняты в рамках законов или подзаконных актов. Вы непосредственно занимаетесь и занимались вопросами демократии. Если посмотреть ваш послужной список, то, значит, в начале вашей карьеры вы руководили какими-то проектами по демократии. Это верно? Ну, тут не совсем так. Я участвовал в ряде общественных организаций оппозиционного толка. Например, это движение «Правое развитие Казахстана», движение «Азамат», и вот потом это Республиканская народная партия Казахстана. Да, у меня почему такой вопрос возник, потому что я чувствую, что вы в вопросах демократии такой очень тонкий специалист, потому что ваша точка зрения демократии, она такая специфическая. Вот я услышала ваш ответ и поняла, что вы, видимо, очень хорошо рассмотрели этот вопрос. Вот у меня такого толка, такого вида характера вопрос. СМИ, средства массовой информации в Казахстане, они развиты точно так же, как и на всей планете. Интернет, он работает 24 часа в сутки. И, конечно же, сейчас появляется множество различных передач, как государственного характера, так и альтернативного характера. Вот, например, такие передачи, как «Борейка», да, или мы сейчас видим, я не знаю, как у него передача называется, но Вадим Борейко, он создал свою телепередачу какую-то. Да. Значит, у Динары Еюбаевой, бывшей ведущей Хабара, тоже есть свой канал. Как вы думаете, что это такое? Какая-то странная ситуация создается. Вроде бы мы видим какое-то определенное управление, да, в Казахстане, токаевское. В то же время множество передач разного толка, которые говорят о демократии с разной точки зрения. Как вы думаете, это мнимая демократия или это на самом деле явная демократическая основа развития общества? Ну, здесь не то, что там связано именно с демократией. Это, скорее всего, использование тех возможностей, которые дает современное развитие уровня науки и новых технологий, в частности интернета. Если раньше надо было, допустим, вот когда я учился в 90-х годах, надо было, если как-то заявить о себе, обращаться в какие-то масс-медиа, особенно печатного характера, потому что телевидение еще только-только становилось тогда. На телевидение попасть вообще было редко. Сейчас, пожалуйста, любой, тот же Дасым Сатпаев, он тоже открыл свой YouTube-канал «Аудиториум КЗ». И вот вы отметили программу «Гиперборей», YouTube-канал «Гиперборей» Вадима Борейка, других. Это, да, действительно, не то, что дань моде, это возможности. То есть люди чувствуют себя независимыми, они могут вещать, говорить, приглашать на свою площадку кого угодно, говорить о чем угодно. Понятно, что никто не отменял каких-то мер воздействия со стороны властей, там, учитывать, что все-таки есть регулирующие законы, и не только масс-медиа, но и вообще обычно там и уголовное законодательство, и административное. Но тем не менее, это вот действительно возможность чувствовать себя независимо. И власть, в принципе, она как бы это не препятствует этому процессу, хотя я вижу, допустим, вот у нас есть издание «Орда», до этого вот какие у нас средства массовой информации, Озона КЗ было, Ротел КЗ, они, да, подвергались там разным DOS-атакам, я уже не говорю про оппозиционную прессу, которую просто-напросто и закрывали, если это электронные. Но вот сейчас вот у Гульжан Ергалиевой, она известная такая тоже журналист, оппозиционный деятель, у них сейчас вот с этого года действует YouTube-канал Елмедиа, достаточно активно, но видно, что их пробуют как-то прессовать, но, по крайней мере, закрыть YouTube-канал не получится, потому что это все-таки всемирная сеть. Выборы Казахстана. У нас есть в социологии такое понятие, как репрезентативность выборки. А в Алмате
Как вы знаете, Алмата значит, в этой репрезентативности выборки, она выпала как бы. Вы знаете, что самая меньшая посещаемость в выборах была со стороны Алматы. Вы можете прокомментировать это? Почему Алмата проявила, ну, так скажем, не проявляет такую активность в выборах президента в Тукаеве? Ну, это действительно парадокс. Почему? Потому что Алматы был и остается городом с повышенным уровнем политической и гражданской активности. Даже Астана проигрывает в этом плане Алматы. Но тут я вот для себя вижу следующее основное объяснение. Во-первых, все-таки у нас город такой достаточно с высоким уровнем протестности среди населения. И здесь протест можно выражать по-разному. Кто-то пришел на избирательные участки и проголосовал против всех. До этого, допустим, вот когда был референдум в июне по поправкам Конституции, люди тоже пришли, проголосовали против этого пакета поправок. Понятно, что они выразили свою позицию, гражданскую, политическую. Но большинство не пришли. И среди них, конечно, вот надо для этого проводить соцопрос, чтобы понять, сколько и тех, и других. Но понятно, что большинство, они проголосовали, ну, не проголосовали, они пробойкотировали выборы. Так же, как пробойкотировали, допустим, тот же референдум. Да, до этого в прошлом году парламентские местные выборы пробойкотировали. Но опять же, трудно понять, был ли здесь это протест. Почему? Потому что все-таки, когда протест озвучивается, там как-то активно проявляется, тогда понятно, что люди действительно... Ну да, несколько человек заявили в соцсетях, там, допустим, что они не пойдут на выборы принципиально, потому что не согласны с кем-то, кем-то и так далее. Но это несколько человек. А второй важный фактор, это, конечно, то, что у нас большое количество внутренних мигрантов проживает на территории города. И здесь есть разные моменты. Есть обычное проявление того, что называется абсентеизм, то есть неучастие ни в каких выборах, ну, потому что люди заняты своими какими-то вот личными, семейными делами, им надо прожить, им надо выплатить кредит, им надо там сохранить рабочее место, если они работают там и по будним праздникам. Понятно, что им ни до каких выборов, они даже не понимают, зачем им это надо. А плюс еще то, что им надо иметь прописку в Алматы, а если они живут просто на съемных квартирах, я опять же не знаю, какой процент таких людей в городе Алматы, но их достаточно большое количество, все-таки это надо признать. Может быть, даже больше, чем в близлежащих городах и регионах страны. И третий фактор, это, конечно, то, что как прошли выборы, то, что не было вот тех альтернативных кандидатов. Ну вот, например, на выборах 2019 года участвовал мой хороший друг и соратник по РНПК Амиржан Касанов. Правда, его потом, скажем так, в штыки общество восприняло за его позицию, но тем не менее он привлек своим участием определенную часть электората протестно настроенного. На этих выборах какого-то вот серьезного оппонента не было. И другие кандидаты, они тоже, несмотря на какую-то эпатажность и так далее, они не смогли привлечь... Спасибо большое, спасибо. Вы уже начинаете в адрес Косанова тоже. Это канал не для того, чтобы агитировать людей за Косанова. Я не агитирую, потому что выборов нет, сейчас агитировать. Большое, я поняла ваш ответ, но хорошо, пусть это будет вашим ответом. Сейчас большое количество было, да, претендентов на власть президента, в том числе и с утильсбором, какие-то программы очень такие невнятные, непонятные. Я имею в виду Бакаев. Видите ли вы в этом сборе кандидатов на кресло президента достойного человека, одного из них хотя бы могли бы вы выделить? Если вы хотите знать представителей оппозиции, которые
могли бы баллотироваться. Пожалуйста. Ну, в принципе, это вот я лично даже очень хорошо симпатизирую Булату Абилову. Да? То, что я работал в партии Акжол, когда он был сопредседателем этой партии. Я его хорошо знаю и уважаю. Другое дело, что у него не было требований пятилетнего стажа госслужбы или выборных должностей, поэтому он не смог баллотироваться. Мгм. Если бы он баллотировался, было бы интересно. Так, и все-таки давайте сделаем выводы какие-то определенные. Что будет в отношении Экибастуза? Какие-то уже сейчас, на сегодняшний день. Мы сегодня записываем нашу передачу 5 декабря. Это у нас утро 5 декабря, у вас вечер 5 декабря. Что на сегодняшний день уже сделано по Экибастузу? Но я не знаю насчет там ТЭЦ, насколько она восстановлена или не восстановлена. Я просто вижу активность со стороны волонтеров, в том числе вот по линии партии Аманат, по линии других волонтерских организаций, просто неравнодушных граждан. Люди помогают действительно экибастузцев ну, буквально выжить. Ну, это действительно это хорошая тенденция, это показатель того, что у нас все-таки достаточно активное гражданское общество. Гражданское общество всегда было активно. Вы это видите, что оно настолько активно, что сейчас оно проявляет себя вовсю. Мне кажется, что сейчас время, которое сейчас идет, оно его трудно остановить. И какие бы внешние силы бы не хотели бы остановить этот прогресс, никакие внешние силы его не остановят. На связи с нами был Андрей Чеботарев. Спасибо еще раз за замечательное интервью. Оно показало нам, как наши власти реагируют на ту катастрофу, которая произошла на днях. Вы хотели бы что бы вы хотели пожелать экибастузцам, которые сейчас находятся в трудной ситуации? Ну, экибастузцам я, конечно, прежде всего желаю силы духа, потому что действительно вот трудно, конечно, себе представить, когда сам не попадал в эту ситуацию. Казалось бы, вот мы пережили ковидные годы, да, пережили январские события, когда невозможно было просто спокойно выйти на улицу, не зная, что произойдет с тобой там. Но понимаешь, что, конечно, вот оказаться зимой вот в таком положении, ну, конечно, врагу не пожелаешь, но, может быть, хуже, это когда идет война, как в той же Украине. Поэтому, конечно, экибастузцам, нашим соотечественникам силы духа и побыстрее вот решить все вот эти вопросы, чтобы вернуться к нормальному образу жизни. Спасибо еще раз, благодарю вас. До свидания. До свидания.